Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Ну что, господа, как говорили престолонаследники в одной книжке, зима скоро, а где-то она вообще не заканчивается. Например, на крайнем севере, где выжить могут лишь сильнейшие. Это вам не Африка. Здесь, чтобы кого-нибудь съесть, надо быть как минимум белым медведем, ну или его другом-песцом. А чтобы вас не съели, надо быть большим и мохнатым, как овцебык. Ролики обо всех этих чемпионах по выживанию в холоде ищите в плейлисте «Животные Север». Ну а сегодня у нас в гостях их товарищ по несчастью и герой русского фольклора. Встречайте северного оленя или карибу, парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, единственный представитель рода северные олени. У наших северных красавцев, в отличие от других оленей, передняя поверхность верхней губы целиком покрыта волосами, а надглазничный отросток рогов на конце расширен с несколькими пальцевидными вторичными выростами. Отличен северный от других оленей и тем, что рога имеют как самцы, так и самки, а также питанием, в котором значительную долю занимают лишайники, да и вообще многими особенностями поведения, самое заметное из которых образование очень больших стад. Обитает северный олень в тундре и тайге Евразии и Северной Америки и на ряде островов Северного Ледовитого океана. Именно северный олень в далеком прошлом дал возможность человеку освоить север, а в настоящее время он остается важнейшим биологическим ресурсом более 20 народов Евразии и Северной Америки. В результате приручения и одомашнивания северного оленя возникло северное оленеводство, то есть разведение северных оленей для получения мяса, шкур, молока и использования в качестве ездового и вьючного транспорта. В общем, животинка у нас сегодня в гостях не только красивая, выносливая, но и крайне полезная. Различают карибу лесных и тундровых. Лесные крупнее и распространены в тайге, а тундровые мельче, обитают в открытой тундре и лишь на зиму заходят в тайгу. Телосложение северного оленя характеризуется особой изящностью. Особое внимание привлекает небольшой размер головы и слегка опущенное положение мордочки, на которой выделяются красивые глаза. Рога имеют своеобразный изящный изгиб. Животные хорошо переносят низкие температуры за счет плотного волосяного покрова, который не пропускает холодный ветер. Длина тела особей в разных популяциях в среднем самцов до 2 метров, самок до 166 сантиметров. Высота в холке от 110 до 140. Масса тела от 75 до 200 килограмм. Дикие северные олени значительно крупнее одомашненных по размерам на 10-20%, по массе тела на 20-30%. Среди одомашненных северных оленей несколько выделяются большей массивностью дальневосточные олени. Лесные олени чуть выше в холке и массивнее, чем тундровые, что связано с адаптациями к обитанию в глубокоснежных районах. Рога северного оленя бывают относительно большие, чем у других оленей, однако ствол и отростки тонкие, и вес рогов не превышает 11-12 килограмм. Их размах достигает у самцов 120 сантиметров. Начиная с ноября по декабрь взрослые олени сбрасывают рога. У молодых же этот процесс происходит с апреля по май. Самки сбрасывают рога с мая по июнь после окончания отела. Новые начинают отрастать достаточно быстро, тогда как у самцов только через 3-4 месяца. А кстати, вы знаете, зачем олени сбрасывают рога? Для начала проясним, что такое рога. Рога – это полноценная кость, растить которую весьма сложно. Молоденькие отростки называются понтами. Они насквозь пронизаны кожей и кровеносными сосудами, которые питают будущую корону. Дабы она росла большой и сильной, олень тратит все свои жизненные ресурсы, минералы, витамины, кальций, чтобы из головы появилось 2 полноценных органа. Поэтому большие красивые рога – это прямой показатель силы оленя. К осени, когда рога достигли своего предела, кожа с них сходит, оставляя голую кость. С этого момента они остаются без питания.
питания, поэтому расти она больше не будет. И вот наступает час Икс. Мужчины выходят помериться рогами на поле боя. Всю осень олени разбираются, кто круче в ожесточенных дуэлях, завоевывая сердце дам. Но что делать со всей этой красотой после того, как любовные похождения закончены? Олени решили попросту сбрасывать свое добро. Рога, лишенные подпитки из кровеносных сосудов, постепенно отмирают, становятся хрупкими и пористыми, а к зиме они и вовсе отпадают, так как носить с собой корону весом в 10 килограмм дело, знаете ли, нелегкое. И так рога отмирают, потому что в них больше не остается живых клеток и кровоснабжения. Ходить с ними весь год эволюционно невыгодно, так как это дополнительный груз во время голодного зимнего периода, когда олени и так истощены физически и морально. Кроме того, это еще и неудобно, потому что постоянно задеваешь деревья, кусты и землю. Большую часть года олени добывают корм из-под снега. По возможности они пасутся на выдувах, так называемых оголенных участках земли. При высоте снежного покрова свыше 70 сантиметров затраты на добывание корма не компенсируются. Толщина снега, который олень может раскопать, зависит от его плотности. В лесу олень может раскопать рыхлый снег высотой до 150 сантиметров. В тундре 30 сантиметров снега с настом могут оказаться для него непреодолимыми. Глубокий или очень плотный снег под силу раскопать только быкам. Затем из этих же лунок кормятся более молодые олени. Последними ослабленные олени и телята. Как я уже упомянула, период любви происходит в период с сентября до начала ноября. Наиболее сильные и энергичные олени являются основными обладателями групп самок и отгоняют от них других самцов, которые держатся поблизости. Доминирующие самцы почти не едят, находятся в непрестанном движении, метят территорию, издают оркающие звуки, следуют за самками и пытаются делать садки и сражаются с соперниками. Через 2-3 недели такого выматывающего образа жизни даже очень сильные олени худеют и их силы истощаются. Они даже бывают изгнаны из стада другими оленями, еще сохранившими свои силы. Оленихи же ведут себя более спокойно, но порой они вынуждены много бегать. Это когда они не готовы к любви, спасаясь от настойчиво преследующего их оленя. Беременность длится до 250 дней. Самки приносят по одному теленку и редко двойню. Наибольший естественный урон популяции диких северных оленей несут, конечно же, хищники. Главный враг оленей среди хищников – это волк. Наибольшее количество диких оленей погибает от волков в лесотундре, тундре и горно-лесных районах, где они обычны, а местами и многочисленны. По манере охоты волки отличаются от других хищников тем, что они иногда убивают больше животных, чем могут съесть. В отличие от других хищников, волк легко расстается с остатками добычи и иногда бросает почти нетронутую тушу. Бурый медведь не часто охотится на диких северных оленей. Медведь добывает оленя чаще всего на берегу реки, ручья или озера. Он нередко нападает скорее на домашних оленей, но почти исключительно на телят. А вот наша любимая росомаха очень тесно связана с северным оленем. Ареал росомахи почти полностью совпадает с ареалом обитания северного оленя. Экологическая связь в основном односторонняя. Дикий северный олень вполне может обойтись без росомахи. Чего не скажешь о таежной королеве. Без северного оленя ей будет жизнь не мила. Росомаха не быстрый зверь, и догнать здорового северного оленя она не может, хотя при подходящих условиях преследует жертву упорно и настойчиво. Ее охота может быть достаточно эффективной лишь в многоснежных районах и при сравнительно высокой численности оленей. По рыхлому и глубокому снегу или по некрепкому насту в сочетании с глубоким снежным покровом росомаха охотится за северными оленями достаточно успешно и добывает иногда вполне здоровых и крепких взрослых животных. Она хорошо ходит по рыхлому снегу, и ее выдерживает даже непрочный наст, ибо весовая нагрузка на след в 4-5 раз меньше, чем у северного оленя. А для телят вообще первые дни их жизни росомахи очень опасны. В северных тундровых территориях росомахи пасут стада диких или домашних оленей, нападая на ослабленных или больных особей, и отставший молодняк на
на здоровых оленей росомаха нападать избегает, и они ее боятся мало. Даже с больным, отставшим от стада оленем, хищник долго бьется, пока не изловчится его повалить и загрызть. Рысь же очень редко нападает на северных оленей, и в тех местах, где она достаточно обычна, северные олени редки. Хотя в Лапландии рысь – один из главных хищников для северных оленей. Песец, кстати, тоже может считаться достаточно серьезным врагом дикого северного оленя, нападая на телят в местах отела тундровых мигрирующих популяций. Белый медведь добывает северного оленя при необходимости в очень редких случаях. Лисица может утащить новорожденного теленка. Из птиц к врагам диких северных оленей относят орлана белохвоста, белую сову, ворона, серебристую чайку и бургомист. Вред от них случайен и незначителен. Беркут в определенных условиях способен убить взрослого оленя, поэтому добыча даже крупного теленка для него не проблема. Вблизи населенных пунктов стадам домашних оленей значительный вред приносят одичавшие собаки. Олени, привыкшие к пастушьим собакам, их не боятся, а сами собаки не пугаются человека и поэтому нападают на оленей особенно дерзко и организованно. Ролики обо всех вышеперечисленных убийцах северного оленя тоже есть на канале. Ищите их в плейлисте «Хищники». Несмотря на все вышеперечисленные ужасы, все, что не убивает северного оленя, делает его сильнее. И если ему повезет, он доживет аж до 30 лет. В настоящее время в России насчитывается около 1 миллиона северных оленей. А как вы думаете, нас ждет новый ледниковый период или наоборот? Великие умы рьяно спорят. Пишите свои варианты в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Завела не собаку и не кошку, а северного оленя. Жительница Челябинска ухаживает за необычным питомцем. Сахатова по кличке Альхо Надежда Таминдарова приобрела в Ханты-Мансийске. Признается, это была мечта детства. Северный олень для нее символ сказки.